Здорово! И вот и наконец-то вышел этот долгожданный отель. Ну и я, хоть и с опозданием, но запрыгну на утекающий поезд хайпа и сниму обзор на первые 4 серии отеля Хазбин. А для тех, кто еще не смотрел эти первые 4 серии, желаю посмотреть. Ну а так я перескажу вкратце сюжет, показанный нам в этих сериях, для дальнейшего понимания. Первая серия стартует с того, что нам объяснили, откуда взялась преисподняя и как с этим связаны родители Чарли. Ну и еще нам объяснили то, что Чарли не пытается пародировать диснеевских принцесс, а просто у нее мама поет, вот и она поет. Хоть и все равно, когда я вижу это, мне становится как-то не по себе. Но хотя мне кажется, то, что она поет, это не наследство, а болезнь какая-то. Ведь она своей песней заражает остальных. Даже на переговоре с ангелами все начали петь так, как будто бы это не мультфильм про ад и жестокость, а какая-то музыкальная пьеса. И кстати, говорила она не с каким-то простым ангелом, а с самим Адамом. Тем самым, который первое творение Божье, один из основателей рода человеческого. Бог создал его и его возлюбленную Еву. А, нет, забейте. Это Лилит. Но не переживайте, Ева тоже была. Это уже вторая жена, точнее возлюбленная Адама. Ну просто Люцифер такой посмотрел на Лилит, подумал, ничего такая девчонка, и решил ее себе забрать. Но Бог пожалел Адама, скорее всего, и подумал, ну куколд куколдом, но девушка ему нужна, и сделал ему Еву. Но Люцифер на этом не успокоился и решил показать людям свободу. Дал яблоко его новой возлюбленной. Ну и чё ж такое, опять все пошло не так. Вообще мужику пожить не дают. Достал, короче, Люцифер ангелов нахрен и отслали его вместе с его новой подружкой в ад, который из-за них и возник. Ну так вот, это все не важно. Чарли пришла на переговоры и хотела убедить ангелов в том, что грешники могут перевоспитаться, но Адам ей четко и ясно сказал, такого не может быть и не будет. И тут нет никакого подтекста, нет никаких других цветов, есть только белый и черный. Да и вообще, вы уже достали меня. Почему мы убиваем демонов только раз в год? Давайте будем убивать их раз в полгода. И сократим время проживания. Но ангелы укоротили время между истреблением демонов не просто так. Все из-за того, что демоны впервые смогли убить ангела, что до этого ни разу не случалось. Вследствие чего ангелы поняли, что демоны представляют из себя более сильную опасность, чем они думали до этого. Ну и я думаю, вы сможете понять, почему Адам, являясь ангелом, так по-скотски ведет себя с Чарли. Во-первых, она демон, да и не простой, а рожденный от Люцифера и Лилит. Именно по их вине зло вырвалось в мир, да и многие в аду здесь не просто так. Хоть здесь и есть много демонов, которые попали сюда незаслуженно, которые чаще всего при жизни были неверующие. Но даже если такие невинные люди попали в ад, то уже после пребывания в нем многих поглотила чернота этого места, и они сами стали злыми. Ну и поэтому Адам посмотрел такой на план Чарли и думает, что-то хрень какая-то. Ну а уже во второй серии нам показывают последствия решения ангелов. Все демоны в панике, они не знают, что делать. Ну и в этой серии нам показывают чела, у которого вместо башки просто телевизор. Ну и вот он, короче, такой заправляет гигантской компанией, которая промывает демонам мозги. Ну и все уже, скорее всего, поняли, что это отсылка на наше современное общество, где нам просто вкидывают какую-то хрень непонятную, а мы в нее верим. Вот так и в этой серии нам показывают, что только стоит большой компании объявить или презентовать какую-нибудь новую фигню, так весь народ пойдет это скупать без толики сомнения в ее работоспособности, ну или хотя бы полезности. Также нам показывают, что вот этот телечел соревнуется с нашим радиодемоном. И вообще, он его ненавидит, чтобы он сдох после смерти. Но селенок, чтобы победить радиодемона, ему не хватает. В третьей серии нам показывают собрание оверлордов. Собрались они, чтобы обсудить, что делать с ангелами, которые, по всей видимости, хотят уничтожить всех демонов. Но одна из присутствующих показывает им всем голову ангела, из-за трупа которого, в частности, все это и началось. Она сообщила, что голову этого ангела они нашли после последней зачистки, утверждая, что таким образом они поняли, что ангелов можно убить, попыталась призвать оверлордов к войне с ангелами. Но многие были не согласны, ведь они еще не знают, от чьих рук погиб этот ангел. И кстати, посмотри на эту статистику. Почти 100% людей смотрят мои ролики без подписки. Если ты не первый раз на моем ролике и тебе хоть немного нравится мой контент, то ты нажми на кнопку подписаться. Тебе легко, а мне приятно. Ну а если тебе вообще прям нравятся мои ролики, можешь еще и на мой телеграм-канал зайти. Может быть, ты там узнаешь побольше обо мне. Они побоялись, что если они попробуют устроить бунт, то ангел уничтожит весь ад. Но дальше мы узнаем, что ангела убила вот она. Ну, как ее там?
точно вспомнил. Я забыл, как ее зовут. Но неважно, как ее зовут, главное, что она смогла убить ангела, что до этого, по словам самих ангелов, никому не удавалось. Но скорее, мне кажется, они даже не пробовали давать отпор ангелам. Ведь оверлорды боятся ангелов, несмотря на их силу. Они боятся, что их привычный мир разрушится, и они не смогут жить в таком же комфорте, в котором живут сейчас. Ведь большинство сильных демонов, которые могут дать отпор ангелам, живут здесь уже достаточно давно и успели привыкнуть к такой жизни. Они не хотят менять устои, к которым уже так привыкли. И даже если их жизнь тоже находится в опасности, они скорее пустят все силы на выживание, чем на противостояние ангелам. Но вот уже демоны, которые не так долго находятся в аду, готовы дать отпор ангелам. И скорее всего в будущих сериях или же сезонах нас ждет война с ангелами. Вся 4-я серия же посвящена персонажу по имени Angel Dust. Нам показывают, как сильно он страдает из-за того, что он продал душу своему начальнику. Он не может ему ни в чем отказать. И еще, потому что он является любимой игрушкой своего босса, тот зарабатывает на нем и пользуется как обычной вещью, не дает пожить нормально. Под конец серии, хоть он и не исправил свою ситуацию, но он понял, что он не одинок, и многие, как и он, тоже страдают, поэтому вроде как ему стало получше. Ну да, о 4-й серии я очень многое сказать не смог. Но теперь, когда прошло, скорее всего, большая часть ролика, только на один пересказ этих серий, я приступлю к своему обзору, хоть я частично и начал высказывать свое мнение в ходе пересказа серий. В первой серии Чарли, идя на переговоры с ангелами, была в сильном предвкушении, ведь она верила, что ее идея может спасти много невидных грешников. Но когда она продемонстрировала свою идею ангелам, они вотрез отказались от этой идеи, после чего они еще и сократили время между истреблениями демонов. Хоть ангелы и решили истреблять демонов более часто, в этом никак не была виновата Чарли, о чем она не знает. Скорее всего, она могла воспринять это на свой личный счет, ведь она могла подумать, что из-за ее глупой идеи, которая взбесила ангелов, грешников теперь будут чаще истреблять. Но даже когда ей сказали прямым текстом, то, что ее идея не сработает и демоны не подлежат искуплению, она не отчаялась и решила продолжать свой проект. По всей видимости, я думаю, что она решила, если демоны начнут искуплять свои грехи и становиться добрее, то ангелы пощадят их и станут более мягче к ним обходиться. И даже когда ее друзья спросили, как у нее все прошло, она ответила, что переговоры прошли хорошо и у них очень большой шанс, то, что все получится. Сказала она так именно потому, что сама в это верит. Во второй же серии, я думаю, что нам показали наше общество, которое озабочено культурой потребления. Хоть это немного и приукрашено, но в основном люди в реальной жизни могут себя так вести. Ведь не может врать человек с телевизора. Да и вроде отзывы все хорошие и даже не накрученные. Да и тем более, это большая компания, как же она может нас обмануть? Такие мысли чаще всего приходят к людям, когда они пытаются оправдаться в бессмысленных поступках. Нам показывают персонажа, который олицетворяет собой большие крупные компании, которые обманывают людей. Он управляет почти всем инфополем в аду. Во благо своего кармана и своего счастья он занимается пропагандой, лжет миллионам грешников, продает бесполезную фигню. Он может продать даже воздух, говоря, что скоро это появится. Нам показали, что как только появилась какая-то волшебная защита от ангелов, которая никогда не существовала, так все грешники ринулись ее покупать. Также и в реальной жизни люди, читая какой-то бред в интернете, не перепроверяют информацию, живя в каком-то заблуждении и доказывая свою правоту. Но про таких людей можно сказать только «Ох, не мамонт, не вымрет». И если человек решил идти на поводу у своей собственной глупости, то это лично его выбор. Насчет 3-й серии я уже высказал свое мнение. Старые повелители ада, привыкшие к комфортной жизни, если ее можно так назвать, не хотят идти против ангелов. Они боятся, что это навлечет беду на их голову. А вот уже говоря про 4-ю серию, там уже немного поинтереснее. Нам показали историю двух персонажей, которые погрязли в своем собственном невезении и плохой жизни. И в этом всем виноваты только они сами. Никто не заставлял их делать тот выбор, который привел их к этой жизни, от какой-то конкретной вещи. И даже несмотря на ее вредность и то, что она приносит человеку только горе, он все равно от нее не откажется, так как иногда это бывает просто невозможно. Человек может привести сам себя в полную задницу, после чего ему остается винить только самого себя. Так же и произошло с нашими персонажами, которых затянули собственные грехи и не дают им спокойно жить. Из-за своих грехов они довели себя до такого состояния, что казалось, что лучше уже сломаться и больше даже не пытаться что-то сделать. Принять жизнь таковой, какая она есть. Нам показывают, что даже в таком состоянии нельзя прекращать бороться и еще можно хоть что-то сделать. Ну а если ты решил сдаться, то это полностью твоя проблема. Ведь бороться ты можешь не в одиночку. Есть множество людей, таких же, как и ты, которые тоже отчаялись в своей жизни и думают, что выхода нет и этому не будет конца. Только сплотившись, у вас будет шанс все исправить. Но мне как бы и больше нечего сказать про эти 4
серии Отель Хазбин. Но могу попросить вас подписаться на канал, ведь я хочу добить 2000 подписчиков. А также заходите в мой телеграм-канал. Всем пока!